Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня обещанная тема, и очень много вопросов было, и я давно обещала о том, чтобы рассказать о тех средствах, препаратах, которыми я пользуюсь для борьбы с паутинным клещом, белокрылкой и другими вредителями, которые вот середина уже лета, июль месяц очень активно развиваются, и особенно это происходит в жару, потому что в жару очень сложно работать с химическими препаратами, которыми мы не пользуемся, но я же могу вам сразу же подсказать, что химические препараты при высоких температурах свыше 30 градусов очень быстро распадаются, эффекта никакого нет. Ну а экологическая продукция у вас уже не будет, естественно, если вы будете использовать химический препарат. У меня есть видео о том, как я на огурцах использую против паутинного клеща белокрылки, но это у нас начало лета было, весна, май, июнь, и это была совсем другая температура, другая погода несколько лет назад, и многие возмущаются, что это не работает. Против паутинного клеща и против белокрылки и других вредителей я использую нашатырный спирт и перекись водорода в начальной стадии, то есть когда прохладно. Когда же жара, я тогда использую другие препараты, и сегодня о них будет речь. Это биопрепараты. Мне скажут, что тоже жарко, они быстро погибают. Поэтому есть у меня уже отработанная схема, отработанная система, и я хочу сегодня поделиться, каким образом я это делаю. Я, как всегда, подготовила вот такую подсказочку. Есть много наших зрителей, которые просят именно зрительно подсказывать, каким образом и что происходит, и почему я пришла к каким-то определенным уже выводам. Ну вот я на первый момент обратила внимание, особая вот температура. При температуре ни химия, ни нашатырный спирт, ни перекись водорода, они не работают. Почему? Потому что они угнетают растения. Ну, химия распадается, а нашатырный спирт и перекись водорода просто-напросто создают такое жгучее состояние, стрессовое, шоковое состояние, и вредителей практически не задевает. Поэтому нужно обязательно использовать биопрепараты. Вот. И тем более, смотрите, пчелка прилетела, вот она, как можно использовать химию, да, на огурце, если или нашатырный спирт сейчас вот обрабатывать вечером или ночью, если вот здесь трудятся вот такие наши крылатые помощники. Вот она, помощница наша, трудится. Поэтому и независимо от того, жарко, какая температура, в теплице, естественно, жарко, мы работаем биопрепаратами. И далее следующее правило. Правило номер 2, это начинаем с профилактики. Почему именно профилактические? Потому что если еженедельно обрабатывать, то смотрите, вот у меня целый набор препаратов. У меня была обработка здесь 3 дня, 4-й день уже обработка вот такими препаратами. Биопрепараты. Вот они у меня. Скарада М один вид и Скарада М другой вид. А это тестолип, я сейчас тоже об этом скажу, вот другой вид. Снова же, у меня там есть возмущение, что я не рассказываю, сколько я ставлю. Значит, есть инструкция на каждой бутылке. Серьезный профессиональный производитель всегда рассказывает, сколько нужно использовать. Так вот, в начале вот этот препарат было 30 мл использования. Но затем я общалась с производителями этого препарата и сказала им, что летом у меня получается эффект 50 мл. И смотрю, вот рекламная инструкция, сейчас 50 мл. Поэтому вот профилактика еженедельно, независимо от того, есть что-то или нет, нужно обязательно проводить, потому что постоянно идет при этой температуре. Если есть вредитель, то он, естественно, биопрепаратами, это тоже живые существа, которые помогают нам, они съедают, и если нету больше ничего, они просто погибают. Поэтому еженедельно нужно проводить. И еще очень важная вещь, это прилипатель. Прилипатель очень важно использовать органический, с биопрепаратами. Если химические препараты, то да. А вот в данном случае нужно биопрепаратом пользоваться. Далее мы говорили об увеличении препаратов, не уменьшении, а увеличении. И важный момент – это обработка вечером. Вот смотрите, огурчики.
Я их обрабатываю, и помидоры здесь, я их обрабатываю только поздно вечером. Заготавливаю заранее, развожу препараты отдельно, каждый за полчаса до обработки, и далее их соединяю и обрабатываю. И вот о совмещении препаратов очень важный момент. Смотрите, снова же возвращаемся к тому, что написано, оно легко запоминается. Не каждый биопрепарат, биоинсектицид, сложно выговорить, но вот такое, это бактерии, которые съедают вредителей, не всегда совмещается с биофунгицидами, которых уже есть много. И вот очень интересная вещь. Я заметила вот такую штуку, если нужно, допустим, очень серьезная ситуация, нужно срочно обработать, я тогда делаю баковую смесь. Гаопсин, трихофит отдельно развожу и скарада М и обрабатываю. Но так как проводим еженедельно профилактические обработки, то в этом нет необходимости. Лучше вот в эту неделю, допустим, я провожу трихофитом обработку, через несколько дней уже биоинсектицид и далее добавляю гаопсин. Гаопсин очень хороший, смотрите, у меня тоже есть вот эти препараты. Я их сама и развожу. Ну вот закупленные я обязательно вот эти все препараты использую, чтобы дешевле было, отдельно их развожу. Трихофит и триходермин, хочу сказать сразу же, вот этот препарат, обработка идет отдельно. Отдельно обрабатываете, а затем через несколько дней, день-два обрабатываем вот этим. Если срочно нужно, конечно, нужно обрабатывать, можно баковую делать и сразу же обработать. И еще очень важно, вот эти препараты, биоинсектициды, ни в коем случае нельзя использовать в баковых смесях, если там есть в препаратах вот такая вещь, которая называется, такие элементы, медь, хлор и ртуть. Это бесполезно, просто бактерии погибнут. Ну что ж, я, по-моему, кратко ответила, по культурам буду еще отдельно отвечать. Ну вот мы находимся в теплице, томаты, вот они здесь вот созревают. В неделю, нет, 3-4 дня где-то у меня просто дата, все я записываю. Обработано было против болезней. Это гаупсин использовался. До этого был трихофит. Ну и с гаупсином я использовала скарада М и тестолип. Вот такая важная тема, интересная тема. И я ответила, каким образом использовать, какие препараты использовать для того, чтобы не иметь в теплице паутинового клеща, белокрылки и других вредителей, которые сейчас буквально летают везде и всюду. И эти обработки не только в теплице. Здесь очень жарко, но и на улице тоже очень жарко, и на улице тоже таким же образом я пользуюсь биопрепаратами. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик рассказали, каким образом в жару мы защищаем наши растения от вредителей, особенно от белокрылки, паутинового клеща, сейчас другие вредители, пойдет совка различная, уже летают клопы-черепашки и пытаются залететь. При наших обработках здесь на неделю, еженедельно, вот профилактически, здесь нет возможности развиваться этим вредителям. Ну а мы прощаемся до следующего видео с вами. Всего вам самого-самого доброго, удачи и крепкого здоровья вам и вашим растениям. Вот бабочка залетела, летает. Ага, значит, вовремя обработали и надо готовиться к профилактической обработке в следующие ближайшие 3 дня. Ну что ж, всего доброго. Пока-пока.